Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня мы с вами будем вязать вот такой очаровательный шарик. Давайте рассмотрим его поближе. У него такие квадратные окошки. Очень красивый узор. Получился нарядный шарик. Если вам нравится, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Присоединяйтесь, и в конце видео мы с вами свяжем такие очаровательные шарики на елку. Вязать его очень просто. Состоит из двух половинок. И соединять будем половинки, когда будем вязать последний ряд второй детали. Каждая деталь состоит из 11 рядов. Подробно разберем ряд за рядом и свяжем. Сегодня вязать эти шарики я буду из кировской лилии. Это классическая нитка, стопроцентный хлопок, не мерсеризованный. Специально взяла такую матовую шершавую нитку, чтобы шарики получились в винтажном стиле. Нитка без блеска. Крючок буду использовать 1,25. Итак, делаем начальную петлю. Набираем цепочку из 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Замыкаем в кольцо в первую воздушную петлю при помощи соединительного столбика. И вяжем первый ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Накид. И в колечко хвостик мы сразу обвязываем. Провязываем еще 15 столбиков с накидом. Итого у нас получится 16 столбиков, считая первые 3 воздушные петли подъема. Давайте свяжем их самостоятельно и встретимся. Подошли к концу ряда, провязали 16 столбиков с накидом и делаем соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема, в вершину начального столбика с накидом. Первый ряд у нас готов. Давайте хвостик сразу отрежем. Мы его обвязали, он уже никуда не денется. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, еще 2 воздушные, 1, 2, это арочка, накид, и в следующий столбик с накидом провязываем столбик с накидом. 2 воздушные, 1, 2, в следующий столбик провязываем столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом, в следующий столбик. Все, продолжаем вязать. Подошли к концу ряда, провязали последнюю арку из 2 воздушных петель и делаем соединительный столбик в вершину начального столбика с накидом в третью воздушную петлю подъема. Второй ряд у нас готов. Вяжем третий ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, еще 3 воздушные, 1, 2, 3, это арочка, накид, следующий столбик с накидом провязываем столбик с накидом. В этом ряду у нас будут арки из 3 воздушных, 1, 2, 3, столбик с накидом в следующий столбик, 1, 2, 3 воздушные, следующий столбик, столбик с накидом. Продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последнюю арку из 3 воздушных и соединяем в третью воздушную петлю подъема. Третий ряд у нас готов. Вяжем четвертый, набираем цепочку из 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, это 3 петли столбик с накидом и 4 петли арка. Накид, в следующий столбик столбик с накидом, 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, столбик с накидом, следующий столбик, 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, столбик с накидом. В этом ряду у нас арочки из 4 воздушных петель. Подошли к концу ряда, делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема, вершину начального столбика. Четвертый ряд у нас готов, вяжем пятый ряд, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, еще 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. В этом ряду у нас арки из 5 воздушных петель, столбик с накидом в следующий столбик, 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, столбик с накидом. Продолжаем вязать по рисунку арки из 5 воздушных и делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. Пятый ряд у нас готов, вяжем шестой ряд, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, и теперь в арку провязываем 5 столбиков с одним накидом, 1, 2, 3, 4, 5. Провязали 5 столбиков. Теперь столбик с накидом в следующий столбик. И снова в следующую арку провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, в столбик, и в каждую арку по кругу провязываем по 5 столбиков с накидом. Продолжаем вязать по рисунку. Подходим к концу ряда, провязали последние 5 столбиков и соединяем вершину начального столбика с накидом. Шестой ряд у нас готов. Наша деталь пока еще плоская, но со временем, вот у меня есть заготовка, я вяжу несколько шариков на заказ. Вот посмотрите, они уже, вот эти детальки, закругляются. Так, вяжем седьмой ряд, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, это начальный столбик с накидом, и в следующие 6 столбиков провязываем по столбику с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Итого 7 столбиков провязали. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, пропускаем 2 столбика и в следующий вяжем соединительный столбик. 3 воздушные, 1, 2, 3, накид, пропускаем 2 столбика и в следующие 7 столбиков провязываем по столбику с накидом. 3, 4, 5,
6, 7. И снова делаем такое же окошко. 3 воздушные, 1, 2, 3. Пропускаем 2 столбика в следующий соединительная петля. 1, 2, 3 воздушные, 2 столбика пропускаем и в следующие 7 снова провязываем по столбику с накидом. Вот так. Вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последнюю арку из 3 воздушных и делаем соединительный столбик, вершину начального столбика с накидом. 7 ряд у нас готов. Вяжем 8 ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, и в следующие 6 столбиков провязываем по столбику с накидом. Итого у нас получается снова 7 столбиков. Провязали. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И нам нужно сделать сплит из 2 столбиков с 2 накидами. Итак, делаем 2 накида. Первую ножку провязываем в тот же столбик, куда мы делали сейчас последний столбик с накидом. В 7 столбик, вот в последний. Провязываем столбик с 2 накидами не до конца, закрыли 2 накида, 2 петли на крючке. Снова делаем 2 накида и вторую ножку провязываем в следующий столбик с накидом. Мы пропустили 2 арки из 3 воздушных и провязываем 1 накид, 2 накид, 3 петли на крючке, закрываем. Вот такой ромбик у нас получается. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид. И в тот же столбик, куда мы делали вторую ножку сплита, вяжем столбик с накидом. И в следующие 6 столбиков по столбику с накидом. У нас снова получится 7 столбиков с накидом. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и снова делаем сплит. 2 накида, первую ножку в тот же столбик, куда последний столбик провязывали, закрыли 2 накида, и вторую ножку в следующий столбик, в первый на группе из 7. 3 петли на крючке, закрываем. И 3 воздушные. Вот, ромбик готов. Теперь снова провязываем 7 столбиков с накидом. Так вяжем самостоятельно. Встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последнюю арку из 3 воздушных. Вторую ножку последнего сплита мы делали в тот же столбик, куда делали соединение в предыдущем ряду. Здесь все по рисунку. И соединяем вершину начального столбика с накидом в 3 воздушную петлю подъема. Вот так. 8 ряд у нас готов. Вяжем 9 ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик. В следующие 6 столбиков провязываем по столбику с накидом. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Снова 7 столбиков провязали. Теперь в арку из 3 воздушных провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. С накидом провязали. Теперь в вершину сплита столбик с накидом. В следующую арку также 3 столбика с накидом. И в следующие 7 столбиков по столбику с накидом. У нас весь ряд состоит из столбиков с накидом. Так. Далее в арку 3 столбика, в вершину сплита и в следующую арку 3 столбика с накидом. Все, продолжаем вязать и встречаемся в конце ряда. Провязали последние 3 столбика с накидом в арку и соединяем вершину начального столбика. 9 ряд у нас готов. Вяжем 10 ряд. 1 воздушная петля подъема и столбик без накида в этот же столбик. Выполнили начальный столбик без накида и в следующий столбик без накида. Далее 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в следующие 4 столбика провязываем по столбику без накида. 1, 2, 3, 4. 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в следующие 4 также по столбику без накида. 1, 2, 3, 4. 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Пропустили 3 столбика. В следующие 4 по столбику без накида. Продолжаем вязать самостоятельно по рисунку. Итак, вяжем последнюю арку с 4. 1, 2, 3, 4. Пропускаем 3 столбика и в следующие 2 столбика по столбику без накида. Делаем соединительную петлю в вершину начального столбика без накида. 10 ряд у нас готов. Вяжем последний 11 ряд. Делаем соединительный столбик в следующий столбик без накида и в следующую арку из 4 воздушных. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Начальный столбик с накидом. Накид. Сюда же в эту арку провязываем еще 2 столбика с накидом. 3 воздушные. 1, 2, 3. И сюда же в эту арку провязываем еще 3 столбика с накидом. Один, 2, 3. Вот такая ракушка у нас получается. Переходим к следующей арке и в нее провязываем также 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И еще 3 столбика с накидом сюда же в эту арку. Делаем такую же ракушку.
И в каждую арку предыдущего ряда провязываем такую комбинацию столбиков. Подходим к концу ряда, делаем соединительный столбик в вершину начального столбика в третью воздушную петлю подъема, и наша первая половинка будет готова. Вяжем самостоятельно. Потом приступаем к вязанию второй половинки. Давайте провяжем 10 рядов самостоятельно. И когда начнем вязать последний ряд второй половинки, мы встретимся и вместе будем соединять обе половинки. Ну вот, мы провязали 10 рядов. Вторая половинка почти что готова. И сейчас мы будем соединять две детали между собой. Итак, вяжем 11 ряд второй половины. Делаем соединительный столбик в следующий столбик, в арку. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик, еще 2 столбика с накидом в эту же арку. Это начало 11 ряда. Далее 1 воздушная петля. И теперь соединяем с первой половинкой. Смотрим, чтобы наружу были они лицевой стороной у нас детали. Вставляем крючок под арку из 3 воздушных петель на первой детали и делаем соединительный столбик. Еще 1 воздушная петля. Доделываем арку, чтобы она у нас также была из 3 воздушных. И в эту же арку, куда провязывали 3 столбика с накидом последние, делаем еще 3 столбика. 1, 2, 3. Продолжаем вязать 11 ряд. Переходим к следующей арке и также в нее провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 1 воздушная петля. Начинаем делать арку. Вставляем крючок в следующую арку на первой детали. Делаем соединительную петлю. И еще 1 воздушная петля. Возвращаемся и провязываем 3 столбика с накидом в ту же арку на второй детали. Переходим к следующей арке и в нее также провязываем 3 столбика с накидом. Одна воздушная петля и соединяем со следующей аркой. 1 воздушная и еще 3 столбика с накидом. Когда наши детали еще будут соединены не до конца, я рекомендую вставить сразу воздушный шарик в серединку, потому что потом будет это не очень удобно делать. Дырочка у нас посередине не очень большая, поэтому можно шарик вставить заранее. Так. Ну все, продолжаем соединять вот таким способом между собой 2 половинки. И встречаемся в конце ряда. Ну вот, я соединила последние арки. По ходу вязания вставила уже такой золотой шарик вовнутрь. Так, делаем соединительный столбик в начальный столбик, в 3 воздушную петлю подъема. Закрепляем. Сейчас спрячем сразу кончик нити на изнаночную сторону. Хвостик. Еще немножечко
зафиксируем. Ну, клеем потом все у нас надежно закрепится. Так, все, отрезаем. Вязальная часть у нас закончена. Сейчас я надую шарик и обработаю его клеем ПВА. Как я это делаю, можно посмотреть в других видео про шарики. Можете открыть плейлист «Елочные шары» и там найдете видео с блокировкой шарика. Уже на данном этапе видно, какой шарик получится красивый и нарядный. Не могу налюбоваться. Так, сейчас мы все расправим ровненько. Все, обрабатываю клеем и оставляю до полного высыхания. Ну вот, наш шарик высох полностью. Имеет такой характерный стук, твердый. Сейчас нужно аккуратно извлечь воздушный шарик. Отделяем его от вязаной основы. Посмотрите, какой красивый шарик мы с вами связали. Какой нарядный, нежный. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и вместе со мной связали такой очаровательный шарик на елку. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. 7 ровных петелек и до новых встреч!